Сказать, что последнее замечание Мелиссы меня обрадовало, значит не сказать ничего. Получается, что волей случая я оказался выброшен на берег реки времени, как Робинзон на остров. И теперь мог спокойно наблюдать, как потоки времени несут мимо меня события и судьбы, но при этом нисколько меня лично не затрагивают. Конечно, тут надо еще разобраться, что и как, но в общих чертах совсем неплохо. Опасности, связанные с воздействием грубой физической силы, конечно, остаются, и здесь уж ничего не поделаешь. Все это выглядит довольно невероятно, но не отсюда ли берут начало легенды о бессмертных ламах, способных жить многие тысячи лет? И не потому ли эти ламы, как правило, проводят всю свою жизнь в удаленных монастырях, чтобы свести к минимуму риск неблагоприятных физических воздействий? И не называется ли нирваной то состояние, которое длится долгие годы во внешнем мире, а в их внутреннем всего одно мгновение, за которое и происходит перенос информационной структуры личности из одного тела в другое? Я, пожалуй, был бы не прочь оказаться в такой ситуации, хотя бы на некоторое время. Насторожило меня лишь маленькое «но». Говоря о том, что, возвращаясь в свой мир, человек попадает в тот же момент времени, в который он оттуда исчез, она употребила выражение «я думаю», а значит, по ее мнению, при возвращении есть вероятность оказаться совсем в другом времени, а, возможно, даже и в другом месте. Это мне совсем не понравилось. Камень, на котором я развалился понемногу, стал ощущаться все более жестким и неудобным, но, как ни странно, по-прежнему теплым. Я взял так выручивший нас светильник и поднес его поближе к поверхности камня, чтобы рассмотреть его получше, и сразу же увидел, что весь он испещрен какими-то знаками, и то, что я раньше на ощупь принял за шероховатости, оставленные потоками воды, оказалось причудливой вязью непонятных символов. Я подозвал Мелиссу, чтобы показать ей мою находку. Взглянув на испещренный значками камень, Мелисса необычайно оживилась. «Это же указатель направлений!» — воскликнула она через некоторое время. «Это очень древний язык, но смысл того, о чем здесь говорится, мне вполне понятен. Какая-то добрая душа оставила подробное описание лабиринтов этих пещер». Я еще раз пригляделся к изображениям на камне, но для меня значки выглядели настоящей головоломкой. Ничего похожего на знакомые мне буквы или знаки не было и в помине. Неужели я, понимая абсолютно все, что говорит Мелисса, совершенно не воспринимаю письменную речь этого мира? Я поймал себя на мысли, что впервые за последние несколько часов стал воспринимать происходящее не как сон, а как реальность. Мелисса, склонившись почти к самому камню, увлеченно разбирала старинные письмена. Она что-то беззвучно шептала себе под нос, водя пальцем вдоль рядов загадочных знаков. Я не хотел ей мешать и тихо сидел рядом. Неожиданно мне показалось, что к журчанию ручья прибавился еще какой-то странный звук. Я прислушался. Звук, похоже, доносился из-под камня. Я прислушался и понял, что он доносится скорее изнутри самого камня. Мелисса была настолько увлечена, что никаких звуков, похоже, не замечала. Наконец она повернулась ко мне и воскликнула: «Нам невероятно повезло. Если верить тому, что здесь написано, то пещера имеет множество хорошо скрытых выходов.
Природа создала лишь небольшую ее часть, но на 80% это искусственное сооружение, которое пронизывает весь горный массив. Один из ближайших выходов находится примерно в 3 часах пути от места, где мы сейчас находимся. Нам нужно пройти дальше против течения ручья и найти шахту, которая выведет нас в небольшую вырубленную в скале комнату, а оттуда, через потайной ход, скрытый под одним из стоящих там обелисков, мы сможем выбраться на поверхность с противоположной стороны гор. Оттуда мы спустимся вниз и окажемся недалеко от Даралаима, города, расположенного у подножья. У меня там есть друзья, которые нам помогут. План был не так уж плох. Я не видел в нем больших недостатков, если не считать того, что скоро нам предстоит карабкаться вверх по какой-то шахте, устроенной неизвестными строителями пару тысяч лет назад, и затем, неизвестно как, спускаться с обратной стороны горы высотой в 2,5 километра. Оставалось только надеяться, что древние зодчие этих лабиринтов все предусмотрели, и нам не придется для этого маленького путешествия использовать скалолазное снаряжение, тем более, что его у нас нет. Эти мысли пронеслись в моей голове за одно мгновение, и я уже собрался поделиться ими с Мелиссой, но, взглянув на ее радостное лицо, высказывать свои сомнения вслух не стал. Во-первых, более хорошего плана я предложить не мог, и, значит, нам все равно придется действовать именно так. Во-вторых, я всегда считал, что даже самые невероятные вещи гораздо легче выполнить, если берешься за них с воодушевлением и не думаешь заранее о предстоящих трудностях. По-моему, Мелисса находилась сейчас именно в таком расположении духа, и мне не хотелось нарушать его своими скептическими замечаниями. Да и что, кроме сомнений, они могли привнести в наше и без того затруднительное положение? Охваченный размышлениями, я забыл про странные звуки, которые недавно слышались из глубины камня. Но вдруг они зазвучали вновь, и гораздо громче, чем прежде, так что и Мелисса на этот раз их услышала. «Что это?» — воскликнула она. Мы оба затихли и стали прислушиваться к непонятному потрескиванию в камне. Между тем звук становился все отчетливей и, наконец, перешел из потрескивания к тихому скрежету, как будто тяжелый предмет медленно тащили по металлической поверхности. Камень вдруг дрогнул и неожиданно исчез под землей, оставив после себя зияющее отверстие. Несколько секунд было совершенно тихо, а потом из глубины раздался мощный гул. Видимо, камень ударился о дно колодца, в который провалился. Да, вот и стой после этого на берегу реки времени, наблюдая за проплывающими мимо событиями. Не слезь я вовремя с камня, летел бы сейчас вместе с ним в уготованную неизвестными древними мастерами ловушку. Видимо, только прошедшие бесчисленные годы не позволили механизму сработать, как было задумано его создателями, а нам, благодаря этому, остаться в живых. Мелисса, потрясенная, стояла на краю зияющей чернотой ямы, ведь и она находилась всего несколько секунд назад в опасной близости от него. «Там не было никакого предостережения!» — воскликнула она. «Конечно, там его и не должно было быть. Не для того делаются ловушки», — заметил я. «Видимо, мы что-то сделали неправильно. Эта информация была предназначена для посвященных, которые знают, как обращаться с подобными указателями. Вопрос теперь в том, стоит ли нам воспользоваться полученными сведениями и отправиться к шахте или попытаться найти выход самостоятельно. Ведь, возможно,
То, что тебе удалось прочитать, приведет нас в новую ловушку. «Я не думаю, что информация была ложной», — задумчиво сказала Мелисса. Она уже пришла в себя и снова могла рассуждать спокойно. К тому же быстро найти другой выход нам вряд ли удастся. Насколько я успела понять, здесь все выходы хорошо замаскированы, и наткнуться на них случайно практически невозможно. «Что ж, тогда не будем терять времени», — согласился я. Мы вновь вступили в холодные воды подземного ручья и двинулись вверх по течению. В темноте теряется чувство времени, но, как мне показалось, прошло не менее 3 часов, прежде чем мы попали в довольно большой правильной формы зал искусственного происхождения. Выложенный узорчатой плиткой пол был покрыт осколками камня, осыпавшегося с потолка, а у одной из стен возвышалось что-то наподобие трона, к которому вели 7 ступеней белого мрамора в виде полуокружностей. По бокам от него стояли 2 колонны метра по 3 высотой. На вершине правой колонны располагалась золотая пирамида, а вершину левой украшал правильной формы эллипс из какого-то мерцающего голубыми бликами прозрачного минерала. По высоким ступеням мы поднялись к трону, и за ним обнаружили то, к чему стремились — шахту диаметром в 1,5 метра, уходящую под наклоном вверх. Стены ее были совершенно гладкими, и я не мог себе даже представить, каким образом нам удастся по ней взобраться. Посветив все тем же фонариком, я глянул вверх в надежде увидеть ступени или что-то подобное, но свет без следа растаял в черной глубине, не осветив ровным счетом ничего. Мелисса тоже выглядела озабоченной. Она принялась внимательно изучать трон и колонны в поисках каких-либо дополнительных указаний по пользованию шахтой. Я решил, что в моем присутствии пока нет необходимости, и отправился обследовать местность. Зал в основании представлял собой квадрат со стороной немногим более 50 метров. Стены уходили под наклоном вверх и терялись в темноте. Насколько я мог судить по их наклону, там, вверху, они должны были сойтись в одной точке, образуя пирамиду-фигуру, столь популярную во многих культурах нашего мира. Как теперь оказалось, не только нашего. Ручеек, по которому мы сюда добрались, пересекал зал по диагонали, скрываясь в некоторых местах под покрывающими пол широкими плитами, а кое-где протекая по неглубокому каменному желобу. В самом центре зала был устроен бассейн квадратной формы. Со всех его сторон в воду уходили ступени. Вполне вероятно было бы предположить, что и эти ступени, уходя вглубь, образуют перевернутую пирамиду. Эту догадку я, к сожалению, проверить не мог из-за царящего здесь полумрака. Каждый угол бассейна был увенчан внушительных размеров каменной тумбой с абсолютно гладкой поверхностью. Находилось ли что-нибудь на верхних поверхностях тумб, мне видно не было, так как они были выше моего роста. По периметру бассейна на некотором расстоянии от воды стояло нечто напоминающее выгнутые дугой каменные скамьи, которые напоминали скорее диваны с мягкими округлыми формами. В царящем здесь полумраке этого нельзя было разобрать. Но мне почему-то казалось, что они должны были быть сделаны из белого мрамора. Наверное, сила стереотипного мышления настолько велика, что мы невольно приписываем незнакомому явлению или предмету свойства встречавшегося нам ранее. Так было и в этот раз. В голове почему-то навязчиво вертелось слово «баня». Но для чего в бане нужен трон? Пожалуй, это все-таки не было баней. Какой-то уж слишком серьезный и торжественный вид имело все, что здесь находилось. Голые люди смотрелись бы здесь слишком глупо, конечно, если мерить мерками моего мира, которые здесь явно ни на что не годились.
Может быть, здесь мытье в бане считается самым, что ни на есть серьезным занятием. Ход моих мыслей прервала Мелисса. «Денис», — позвала она меня по имени, впервые за время нашего знакомства. Произнесла она его как-то нараспев, и звук ей прозвучал как «э». Кроме того, с на конце стало почему-то двойной. Надо сказать, что имя это мне было не настолько знакомо, чтобы я на него мгновенно отозвался, как на свое собственное. Скорее всего, так звали человека, в теле которого я находился в этом мире. Что делать, придется привыкать. Тем более, что своего настоящего имени я все равно не помнил. Я повернул голову и увидел Мелиссу, взобравшуюся на трон с ногами и указывающую на что-то в глубине зала. Я посмотрел в этом направлении, но ничего не увидел. Видимо, для этого надо было находиться на такой же высоте, как она. Оглядевшись, я не нашел ничего лучшего, чем забраться на одну из каменных тумб, стоявших по углам бассейна. Когда я встал на ноги и взглянул в направлении, указанном Мелиссой, я увидел, что из небольшого проема в стене в зал проникает какое-то слабое свечение. Это, конечно, могло быть что угодно, но все же оно было более чем достойно внимания. Этот слабый свет мог оказаться нашим спасением. Я сделал шаг вперед, собираясь спрыгнуть с тумбы, чтобы исследовать загадочный источник света, но зацепился за что-то ногой и чуть было не полетел кубарем вниз. Чудом мне удалось на пару секунд удержать равновесие, и я успел разглядеть предмет, о который так неловко споткнулся. Это был правильной формы прямоугольник, чем-то напомнивший мне системный блок компьютера. Тускло блеснув поверхностью, он тут же исчез из моего поля зрения. Благополучно приземлившись, я решил, что вернусь к своей находке позже. А сейчас надо выяснить, не поможет ли увиденный Мелиссой свет найти нам выход из этого подземелья.